Я всех приветствую, меня зовут Енина, я предсказатель, изучаю магию смерти и демонологию. Сегодня я хочу осветить такой процесс, как татуировка и что она будет значить для человека, какую энергию в себе внести и как она будет влиять на жизнь человека. Поскольку таких вопросов стало очень много, я решила записать видео с моей точкой зрения и то, как я вижу этот процесс. Вопрос. Хорошо ли я отношусь к татуировкам? Да. Рекомендую ли я их делать? Нет. Дело в том, что в процессе нанесения татуировки повреждается кожа, повреждается эфирное тело. И как ваша дальнейшая жизнь, как ваши дальнейшие воплощения будут на это реагировать, на поврежденное эфирное тело, неизвестно. Возможно, будут аллергические реакции, возможно, будет гиперчувствительность, но все знают, что кожа, которая подвергалась татуированию, повреждению, она уже изменена. И меняется чувствительность, меняется ее воздействие на температуру и так далее, и так далее. Это первое, о чем стоит знать. Второе, это, конечно, тот факт, что большинство людей и мастеров, которые занимаются татуировками, они даже не задумываются о том, что они делают и как оно повлияет на их жизнь. Но поскольку сейчас достаточно модно и повсеместно можно увидеть и бабушек с какой-нибудь надписью и прочее, прочее, то все-таки я постараюсь осветить этот процесс и дать некие рекомендации, которые помогут вам грамотно сделать свою кожу красивой и не испортить себе жизнь во всех смыслах этого слова, потому что испортить можно, и последствия будут печальными. Первое, что хочется отметить, если вы все-таки решили сделать татуировку, это выбор мастера. К сожалению, 80% мастеров, они просто делают машинальную какую-то работу, не имея даже художественного образования. Как это вообще как бы странно. Хотя, если задуматься, татуировка и татуировщик – это художник, который проводит определенную энергию, проводит определенное творчество. Откуда он проводит, это другой вопрос. Но у него должно быть включение. Он творит, он что-то создает. Что он создает, откуда к нему приходят мысли, откуда к нему приходят идеи, это другой вопрос. Но так или иначе он на полотно реализует то, что к нему пришло. Это не обязательно должен быть человек, какой-то там маг или супер-пупер какой-то там брахман касты 4.1, но так или иначе у него будет развита экстрасенсорика, у него будет включение, если это действительно мастер. То есть если это человек, у которого нет включения, то максимум, что он сможет, это скопировать что-то, перерисовать, и изображение будет полностью пустое. Наверное, татуировку, и я сравниваю с картинами, да, но здесь человек выступает как холст, как полотно, и фактически татуировщик, он вступает в контакт с энергетикой человека, клиента, и проводит какую-то другую энергетику, и они должны быть комплементарны, они не должны противодействовать друг другу, иначе будет просто отторжение. Еще процесс можно сравнить с созданием артефактов. Ну, если говорить банально, или мандалами, пожалуйста, да чем угодно. Если говорить о магической работе, это проведение какой-либо энергии нужной и фиксация ее в материальном мире на каком-либо носителе. Самое приземленное – это handmade вещи. Возможно, вы видели какие-то вещи, созданные руками человека. Так или иначе, они будут нести энергетику человека, который их делал.
Поэтому, когда вы собираетесь сделать татуировку, вы смотрите на мастера. Вы не идете в салон, в первый попавшийся, потому что вы не знаете, кто там работает, кто там мастер, какие у него работы, что он вообще делает, просто ли он копирует или он самостоятельно пишет какие-то изображения и что-то там творит. В идеале это должен быть человек, для которого татуировка – это творческий процесс, для которого это создание чего-то нового. И это должно быть важно для него. Уже зайдя даже вот в Инстаграм, любую социальную сеть, коих много, где представлены работы мастера, посмотрев его эскизы, вы можете посмотреть, что вообще этот человек из себя представляет. Оно подходит вам или нет. Но этого, как правило, недостаточно. Дело в том, что татуировка, она наносится достаточно длительное время. Даже если это какая-то простая надпись, то все равно где-то часа 2 вы сидите на сеансе минимум, да, от 2 до 12 часов, а то, может быть, и не один сеанс, если изображение большое. И важно то, какие эмоции, какое состояние вложил мастер в вашу, кожу, да, так скажем, то есть при нанесении иглы. То есть эскиз – это одно, но важно еще, в каком состоянии будет мастер. Поэтому если он усталый, пьяный, какой-то там наркоман, думает, как ему выжить, пожрать, то вот это все будет сидеть на вас, на вашей коже. И ничем оно не сведется, это будет навсегда с вами, и вряд ли это положительно будет воздействовать. То есть, да, конечно, как я уже говорила, большинство мастеров, они просто копируют, но все равно не хочется ходить, наверное, с каким-то вот таким вот пятном. Даже если вот посмотреть на handmade вещи, некоторые люди делают неплохие вещи, но если на них настроиться, то там можно почувствовать какую-то зависть, какую-то вот вообще озабоченность, и мерзость, и как им прокормить себя, что у них нет денег. То есть вот они там что-то горюют, плачут, и вот это вот все, оно материализуется, пусть в небольшом объеме, если маг будет делать, конечно, вам с пожеланием смерти или там скорейшего проклятия, то, конечно, это будет совершенно разные вещи, потому что у него ментал сильнее. Но так или иначе, вот это количество какой-то энергии, оно будет нанесено на вашу кожу, которая навсегда останется с вами, к сожалению. И даже если вы будете чем-то потом это выводить, исправлять и что-то это перекрывать, оно все равно будет нести на себе какую-то энергетику. Поэтому, если вы видите мастера, который что-то копирует, слизывает, я думаю, что лучше от такого бежать. Если вы видите мастер, который фанатичен, и он творит свои изображения и на выставках, на всяких вот этих фестивалях, все различные крутые мастера. И им насрать абсолютно, что там за человек, что с ним будет, что там порвалась кожа уже, потому что ему 8 часов подряд цветным изображением, 13 иглами проходили, чтобы было ярко, красиво. Он участвует в выставке. Но что будет с этим человеком, неизвестно. Возможно, что ему это не подходит. И идеальный вариант, который встречается довольно редко, это если мастер индивидуально вам подберет что-то, подскажет и будет как бы подходить со всей душой, со всей любовью к своей работе и понимать, что он делает. Потому что даже анатомически, на самом деле, смотреть на тело, на фигуру, там, что жирному человеку не подойдет там какой-то там розочка какая-нибудь, она будет нелепо смотреться, ему надо вот что-то там с линиями какие-нибудь, и так далее. То есть вот как-то так. Единственное, что могу сказать, таких мастеров очень мало, их надо искать. И, наверное, я могу отметить только нескольких мастеров, которые действительно вот с трепетом, с очень важностью относятся к своей работе, думают о том, что они делают, и не будут лепить все подряд. И если такое происходит, то обычно все-таки они уже достаточно
хорошо включены куда-либо, и их изображения живут. Их изображения меняют людей. Здесь стоит отметить, что смотрите, что за изображение, что за включение. Я знала одну прекрасную даму, великолепные у нее татуировки, великолепные включения, но носить такое не рекомендую, оно просто убьет. У нее готический, очень темный стиль, какие-то сущие, да, демоны. Но не каждому человеку можно такое носить. А вот всякие зомби с разорванными там ртами, проколотыми, разрезанными частями, ну, как бы думайте, что за энергетику будет нести в себе это. Но ее изображения действительно живые и включают конкретно в канал смерти, в канал всяких есодных сущий и прочее, прочее. Вопрос только, как бы, что вы прилепляете себе вот эту сущь сознательно, да, на тело, и не факт, что она будет с вами дружить, скорее даже наоборот. Или какие-нибудь зомбаки, или ментеры, то есть, ну, какой-то вот этот даже вымышленный покойник будет все время рядом и вот как бы тянуть вас в стихию смерть, что все-таки не очень. Где-то я уже рассказывала в своих видео, что ну, стихия смерти, она просто все обнуляет, подчистую будут портиться финансы, личная жизнь, отношения, вы будете невзрачным, и представляем, что человек постоянно включен в эту энергию. Поэтому здесь я бы ну, рекомендовала думать все-таки и смотреть, что за изображение вы себе наносите на тело. Различные рунические символы, всякую символику. Ну, если вы с этим не знакомы, если вы с этим не работаете как мастер, я однозначно не рекомендую. Даже в рунической работе какой-то став, он наносится на определенное время, и постоянно жить, постоянно, всегда в одной и той же руне, ну, не всегда уместно, не всегда полезно. Если это что-то агрессивное, нужно ли оно вам? Нужно ли вам быть таким агрессивным? То есть я не рекомендую наносить что-то агрессивное, где-то что-то, кого-то убивают, прокалывают. Недавно меня спрашивали, что сделать. Ну, девушка вот очень сильный мастер, отказалась, ну, сомневалась и потом отказалась. Парень хотел нанести себе архангела Михаила, который будет кого-то там сражать. А кто такой архангел Михаил для этого парня? Он знает, кто это. Почему он думает, что он будет ему помогать? Ладно, хорошо, допустим, но зачем кого-то убивать, сражать, с кем он собрался сражаться? То есть, ну, понятно, что вот это изображение, оно будет тянуть туда-сюда человека, непонятно вообще, какие включения там будут, и что там за сражение, ну, это как бы можно до психушки, мне кажется, вот с таким вот дойти. На полном серьезе это совершенно не шутки. Поэтому будьте очень внимательны и аккуратны. Символика различная тоже. Если вы с ней не знакомы, не работаете, не стоит. Буквы, цифры. Изучите каббалистику, нумерологию, вы тогда поймете, что это за буквы, за цифры. Каждое слово несет в себе силу. Спасибо деду за победу – это не лучший лозунг, который стоит носить на себе и быть постоянно включенным в эти энергии и прочее, прочее. Различные латинские фразочки. Возможно, они вам помогут в какой-то период жизни, но нужны ли вам постоянно включение в эти энергии? Очень я сомневаюсь. Возможно, есть какие-то вещи, которые вы думаете, вот, мне не хватает там уверенности, защиты. Ну да, что-то такое, может быть, оно и поможет. Но не стоит впадать в крайности, не стоит всякие трупы, расчлененки на себя действительно наносить. Ну и слова я бы рекомендовала изучить, подумать, чтобы вы понимали, что это вообще такое, что с вами будет происходить. Далее, портреты. Портреты детей.
собачек, кошечек. Ну, кошечки, собачки – это еще ладно, но фактически портрет – это, можно сказать, вольт будет. То есть если это будет имя или изображение вашего ребенка, какого-то там человека, то фактически он связан с вами. Как будете вы обмениваться с этим энергетикой, сложно сказать, но совершенно точно, что можно предположить, что если мамочка, папочка, вы умрете, а это обязательно случится, и изображение вашего ребенка будет на вас, то как бы пока не сгнило тело, будет гнить и, можно сказать, сила вашего ребенка. Поэтому лучше, наверное, кремироваться в таком случае, чтобы все это уничтожить, иначе вы просто создаете, ну, фактически порчу, да, для своего ребенка. Поэтому в завершении я хочу вас предостеречь. Если вам не нравится состояние мастера, а это самое важное, как вы уже могли, наверное, понять, то ноги в руки и уходите. То, что останется, вот его работа, это не волосы отстричь, да, у плохого мастера, что тоже очень плохо и губительно, которым волосы, может, отрастут. А здесь ваша жизнь, и это изображение будет с вами, вот этот артефакт фактически, будет с вами всю жизнь. Прям какое-то проклятие, супер-пупер, там, испортить жизнь, ну, это достаточно сложно сделать, это должен быть слишком включенный мастер, я уже это говорила, но поднасрать могут. Не хочется носить на себе изображение, где, наверное, там мастер вложил туда энергию о том, что поскорее бы мне там в отпуск, я устал, бессилие и прочее, прочее. Вот у вас будет вот эта программа, отследить которую будет, кстати, очень непросто. Надеюсь, мое видео вам помогло. Будьте бдительны, думайте головой, пока я с вами прощаюсь.